Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня я буду показывать, как я делаю вот такой торт цифра с коржами, именно молочная девочка. Я ранее уже делала подобные торты, вот такой круглый, допустим, тортик. Он идеально держится, несмотря на то, что он такой высокий. Он никуда не течет, не плывет этот крем. Также у меня вот такую двадцаточку я делала. Здесь у меня из белково-заварного крема розочки. Вы тоже можете их сделать из крема. Они никуда у вас не потекут и будут идеально держаться на данном торте. Этот торт очень хороший именно для тех, кто не переносит мед или не любит просто медовые коржи. И поэтому сегодня в данном видео я показываю, как же это сделать именно с коржами молочная девочка. Коржи на самом деле гораздо более темные, просто камера здесь отсвечивает, и поэтому кажется, что они такие светловатые. Коржи я сейчас вам буду все показывать в видео, как я выпекаю этот торт, как я его собираю и как я его украшаю. Украшать я буду, как вы видите, пирожными макаронс. В данном торте я буду украшать живыми цветами. И ссылки на видео по именно замешиванию теста на молочную девочку, на приготовление самого крема я оставлю в описании к данному видео, потому что если я буду показывать весь процесс, это очень долго займет времени в данном видео. Итак, для этих цифр я уже заранее вырезала вот такие трафареты на обычной бумаге. Здесь у меня 2 замеса теста на молочную девочку, значит на 2 банки сгущенного молока. Полное описание, ссылку на рецепт, на подробнейший рецепт я оставлю в описании к данному видео. На пекарской бумаге я сейчас, под пекарскую бумагу, я, конечно же, кладу мои трафареты. 7 я немножко здесь как бы надставила, потому что уж больно она тоненькая у меня распечаталась из интернета. И я буду сейчас одним коржом выпекать. Это все можно, конечно, было бы заморочиться, чтобы было как можно меньше обрезков, выпекать каждую цифру отдельно, но это слишком долго. И времени на это у меня совершенно не было. Обрезки будут в этом торте, но они очень-очень вкусные. С ними можно также попить чай. Их можно заморозить в будущем для кейк-попсов. И никогда они у нас не выбрасываются, они очень вкусные, всегда им найдется достойное применение. Вот здесь смотрите, ни в коем случае лишнее тесто, видите, я его убираю. Не размазывайте его, не оставляйте бугром, оно потом выпечется бугром, и нам в данном торте этого делать вообще нельзя, потому что коржи наши должны быть идеально ровные все, потому что они все открытые у нас. Конечно, он не такой гладкий по окантовкам именно, как медовый торт цифра, но здесь у нас немножко он другой. Вообще этот торт, поэтому мы его делаем именно так, как мы его делаем. Медовый тоже будем выпекать как-нибудь со временем, но в данном видео я показываю, как же сделать именно молочную девочку в виде цифры. Вкуснейший торт, очень стабильный. Я проверяла вот на предыдущих тортах, я вам показывала на других, что все идеально держится, транспортируется, никуда ничего не плывет и не растекается. Я размазываю общим коржом. Духовка у меня разогрета уже до температуры 200 градусов Цельсия. Режим вверх-вниз без конвекции на среднем уровне. Выпекаю до золотистого цвета где-то 7-10 минут. Убираю в духовку, и получается идеальнейший корж. Когда я его достану, он весь будет ровный, потому что немного разрыхлителя и сливочное масло. У меня хорошая порция в тесте. Я беру уже новый трафарет, потому что тот, что для сырого теста, я его не использую здесь, в данном уже в готовом тесте. И я буду вырезать уже по новому трафарету, чтобы он был идеально чистый. Вырезаем еще теплые коржи, потому что если они у нас уже застынут, если они полностью остынут, может быть большая вероятность того, что обрезки эти просто потрескаются, и у вас коржи потрескаются. Поэтому не доводите до полного остывания. Сначала вырезаем, конечно же, по окантовкам, и в самую последнюю очередь мы вырезаем серединку у нолика у нашего, потому что она не застынет так сильно, как окантовки у цифр. И вот в таком виде мы их оставляем, желательно друг на друга их не накладывать, когда они у вас будут уже готовые, вырезанные, потому что они все равно могут прилипнуть. Даже если на них будет лежать пекарская бумага, но если они хорошо пропеченные, эти ваши коржики, в принципе ничего с ними не случится. Их можно выпечь заранее, даже за пару дней заранее, и то есть в принципе их можно похоронить.
и никуда они у вас не денутся. И вот так вот выпекаем все 4 противня. Крем я изготовила. Это у меня сливочно-творожный крем на белом шоколаде. Подробнейший рецепт есть у меня в предыдущем видео. Крем очень плотный, очень стабильный и очень-очень вкусный. Проходите по ссылке в описании к данному видео и смотрите, как я готовлю этот крем. Для того, чтобы делать вот эти капельки сверху на коржах, я беру обычный переходник к обычной насадке. Вот такой круглый пластиковый. У меня есть такая круглая насадка, но я показываю специально на переходнике для тех именно, у кого нет такой большой насадки круг. И сейчас я уже намечаю, куда я буду располагать мои коржи. Потом немножко мне их пришлось, конечно, сдвинуть. Внизу небольшое количество крема мы наносим и уже ровно устанавливаем на подложку наши цифры. Цифры, еще раз повторяюсь, у меня 25 сантиметров в высоту и нолик у меня 19 сантиметров в ширину, чтобы вам было для ориентира, чтобы сориентироваться, насколько у меня большие цифры в данном торте. Они очень удобные и для выпекания, именно этот размер. Они полностью помещаются на противень, поэтому можете пользоваться тоже в интернете, можно их распечатать, эти цифры. Вниз, конечно, кладем самые такие неказистые коржи, потому что они у нас накроются. Видите, слегка у меня подлип вот этот нолик, и там видно вот это место, что я еще не до конца остывшим его положила на него еще другой слой пекарской бумаги уже с другими цифрами. Поэтому, если у вас есть возможность, просушите очень хорошо эти все коржи уже в готовом виде. Итак, слегка отступаем от контура нашей цифры, от окантовки, и вот такими капельками отсаживаем наш крем. Крем очень стабильный, благодаря белому шоколаду, благодаря там сливочному сыру, да и творогу тоже. Он очень хорошо пропитает наши коржики, но коржи никуда у нас не осядут и не опадут. Вот такой высокий торт я не зря вам показала в начале видео. Это мой личный торт, круглый торт «Молочная девочка». Он очень хорошо, у меня как торт-эксперимент он у меня шел, он очень хорошо продержался сутки у меня в холодильнике. Я его также оставляла на столе, я его разрезала. Он никуда у меня не делся, даже такой высокий. Здесь у меня всего 4 коржа, поэтому за это переживать не нужно. И вот смотрите, средние капельки я делаю шире, чтобы мне просто сэкономить время. И я не делаю их такими вот красивыми, как по окантовке. То есть можно потом я буду вообще просто сплошной линией. Вот видите, вот так наносить. Также у меня здесь по центру будет свежая малина. Даже которые у меня гигантские такие ягоды, я их просто разламываю надвое, и они никуда у вас не потекут и не поплывут, потому что тортик мы готовим, украшаем непосредственно уже перед праздником. Он долго не хранится, такой торт. Несколько часов, скажем так. И вот так вот собираем все коржи наши, которые у нас есть. Конечно же, еще раз повторяюсь, что наверх мы оставляем самые-самые красивые 2 коржа, выбираем их из всех, и чтобы наверху у нас самые достойные коржики уже лежали. Здесь по тому же принципу я делаю начинку. Кладу уже самые красивые коржи наверх, как я уже вам сказала. И здесь я уже, конечно, буду капельки отсаживать уже красивыми рядками такими, чтобы наверху у нас все смотрелось идеально. Крема здесь мне хватило на одну порцию, на ту порцию, что я даю в том подробном видео по крему. Пожалуйста, проходите по ссылке и смотрите. И вот именно той порции хватает, чтобы украсить тортик вот такого размера на 2 цифры. Торт у меня уже в украшенном виде где-то 2 килограмма 200 грамм вышел. Для декора я приготовила, вот столько крема осталось, прям буквально чуть-чуть совсем. Для декора я приготовила безе, я испекла на 50 грамм белка. Подробное видео по такому декоративному безе очень скоро будет. Это на швейцарской меренге безе. Я оставлю ссылку в инфобоксе, как я пеку вообще безе такими палочками для начинки на швейцарской меренге. Принцип тот же самый, просто здесь с красителем. И также я заранее уже изготовила пирожные макаронс. Они у меня уже сутки пропитывались в холодильнике. Здесь они у меня обычные на белом ганаше. И 7 штук я устанавливаю. Здесь увлекаться пирожными макаронс я не советую, потому что иначе торт будет просто перегружен. Пирожные макаронс мы устанавливаем в разных таких позициях. Можно и горизонтально, и вертикально.
и слегка так вот полубоком их устанавливать. Главное, чтобы они не смотрелись такими блинчиками. Но это уже сами у каждого, каждый по своей фантазии пусть выбирает. Также я буду украшать этот торт живыми розами в данном виде. Я украшала, вот я вам показывала на 20-очке на торте, я украшала розами из белкового крема. Идеально они держатся также на данном креме, на белом шоколаде. Ничего с ними не случится, с этими белковыми розами. Как изолировать живые розы для торта? Есть видео на моем канале, где я украшаю высокий торт. Я обязательно оставлю ссылку на это видео в описании к данному видео. Изолировать я буду стебельки и листики, вот эти у основания, я буду пальмовым маслом пищевым обычным. Вы также можете взять для этого кокосовое масло, оно также замерзает на розах. Я их уже предварительно, розы, промыла, просушила, и они у меня напитались водой. И я, когда вот я их покрыла пальмовым маслом, вы посмотрите в том видео, как я это делаю. Видите, как парафином она у нас вся покрытая, но в то же время полупрозрачным слоем. Это пальмовое масло пищевое. Оно нейтральное и по вкусу, и по запаху, поэтому и абсолютно блокирует весь этот наш стебелек. Поэтому переживать за это не нужно, что из розы что-то вытечет. Розы на 5 минут, когда мы нанесли на них уже пальмовое масло, я убираю в холодильник. Оно там мгновенно схватывается, и как будто парафиновый слой имеет на себе эта розочка. Но масло вы можете взять и кокосовое, и пальмовое, и какао-масло, но это дороговато будет. И также белым шоколадом можно их просто изолировать. Единственный минус у белого шоколада, что он непрозрачный, такой как пальмовое и кокосовое масло. Также я украшаю вот такой свежей малиной. И в принципе мой торт готов. Еще раз повторяюсь, обратите внимание на то, что такой торт нужно украшать непосредственно уже перед праздником или перед отдачей торта, если вы делаете торт для кого-то. И, конечно же, этот декор, он должен быть весь абсолютно свежим. Так же, как и розы. Ничего с ними не случится за пару часов с этими розами изолированными. Ни с ягодой не случится, ни с безешками, ни с макаронс. Я очень надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки, нажимайте обязательно на колокольчик, чтобы не пропускать выхода новых моих видео. Я всем желаю больших-больших успехов и до встречи в новых видео.